Приветствую всех, с вами я, Айгерим Жамадилова, и я хочу сегодня вам показать утренний самомассаж, используя свои уходовые средства. С чего я начинаю? Я предварительно уже умыла лицо молочком и хочу нанести тоник. Я беру ватный диск и массажными движениями по линиям Лангера от центра к периферии я протираю лицо. Зону декольте и шеи не забывайте. Тоник восстанавливает pH кожи. После умывания обязательно я протираю. Передняя поверхность шеи. Здесь кожа очень тонкая, поэтому не забывайте ухаживать. Далее, после тоника, я наношу свое средство, это серум. Вы, конечно, девочки, используете свое средство, свои кремы, потому что по типу кожи, что вам подходит, то и выбираете. У меня здесь косметика от фирмы Alcaterm. Algaderm или Alcaterm. Я наношу на лицо похлопывающими движениями. Кстати, у меня сегодня 2 в 1. И массаж буду делать, и уход буду делать вместе. Мне кажется, я маловато нанесла. Все. Дело в помпе. Оно очень хорошо увлажняет кожу. У кого сухая кожа, под крем не забывайте наносить серум, сыворотку. Так, что я делаю? Здесь я как раз буду использовать лифтинг-дренажные техники массажа. Начинаю с нижней трети лица. Потихоньку перехожу на щечную зону. От носогубной складки к периферии веду. Там, где у вас проходит венозный отток, вот здесь вот прям. От крыльев носа веду в сторону. Дальше от зоны лба веду в височную зону. Протираю зону слухового прохода и вниз сливаю. Я все это сделала на серуме. Кстати, остаток можно на зону декольте использовать, на переднюю поверхность шеи можно использовать. Так как здесь кожа очень тонкая, я повторюсь, ухаживайте за ними. Наносите и крем, и сыворотку, и тоник. Легкими массажными движениями я протираю таким вот образом. Следующее – это зона вокруг глаз. Для зоны вокруг глаз у меня есть серум, который дает лифтинг-эффект. Именно по утрам вы наблюдаете, я тоже наблюдаю, что зона вокруг глаз отекает. Поэтому, когда я буду наносить крем или сыворотку в зоне вокруг глаз, обязательно похлопывающими движениями от внутренней части к внешней, от внешней поверхности к внутренней части я веду, дальше буду сливать. Я это сейчас буду показывать. Буквально 2-3 капли. 2, 3. Упс. Похлопывающими движениями. Я должна впитать. В зоне вокруг глаз кожа очень тонкая, вы знаете, поэтому особый уход нужен здесь. Так, я теперь буду работать не синхронно, сначала с левой стороны, потом буду переходить на правую сторону. Смотрите, по орбитальной кости подушечками пальцев я буду вести такие точечные движения.
Мгм. Обязательно не забывайте, даже если вы нанесли крем или серум, хоть какой, вы не забывайте, пожалуйста, вот внутреннюю поверхность глаз, потому что здесь крепится именно как раз-таки вот круговая мышца глаз. Здесь место крепления. Мгм. Протираете подушечками пальцев и круговое вращение делаем. Такой вот самомассаж. Фиксируем бровки, надбровную дугу. Мгм. И сливаю. Мгм. И также повторяю с правой стороны. Подушечками пальцев я по орбитальной кости веду, внутреннюю поверхность протираю дополнительно, там, так как у меня мышечные крепления здесь находятся. Мгм. Надбровная дуга и вниз сливаю, в сторону сливаю. Мгм. Теперь давайте проработаю немного зону верхней трети лица. Это складка здесь образуется, да, у некоторых, и лобная зона. Начиная от межбровки, я буду делать вот такие вот движения, усиливаем кровообращение и уменьшаем мимические морщины на лбу. У кого мимика очень развита, всегда вот так вот удивляемся, особенно у меня, вот это движение как раз-таки профилактикой является. Мгм. Мгм. Можно похлопывающими движениями. Я подготавливаю лицо к нанесению крема. У меня крем, также увлажняющий крем. Кстати, девочки, можете менять свои уходовые средства по сезону. Например, летом я использую в основном увлажняющие средства, а в зимнее время по состоянию кожи, опять-таки смотрю, наношу питательные кремы. Итак, похлопывающими движениями я сначала распределяю. Этот самомассаж дает и лимфодренажный эффект, то есть снимает отечность, и лифтинг дает. Крем не забывайте наносить и на область шеи и декольте. И сейчас я буду показывать вам один прием, который очень хорошо подходит, у кого есть кольца Венеры. Вот такие вот защипы, маленькие защипы кончиками пальцев, чтобы крем лучше впитался. Далее я потихоньку опять-таки буду подниматься от нижней трети лица вверх. Массажными движениями вверх от щечной зоны веду к козелку уха. Можете вот так вот протонизировать щечную зону. Кстати, девочки, этот самомассаж подходит у кого тонкая кожа, у кого подкожно-жировая клетчатка толстая, для тех тоже подходит, так как я здесь смешиваю несколько техник. И лимфодренаж, и лифтинг-дренаж. И усиливаем кровообращение. Там, где усиливается кровообращение, значит ваши ткани лица и кожа, и мышцы, все соединительные ткани питаются. Поэтому движения самомассажные делаете и утром, и вечером. Но этот самомассаж больше подходит, конечно, утреннее время. Уделяем где-то 10 минут на все это. Можете продлить до получаса. Давайте поработаем немножко в зоне вокруг рта.
Мгм. И на носовую складку тоже обращаем внимание. Здесь я буду делать вот такие вот круговые движения прям вдоль носогубных складок, вдоль венозного оттока. Еще раз. Переходим на межбровку. И тянем вверх верхнее веко. Фиксируем на зоне роста волос. Все сливаем вниз. К этому самомассажу, девочки, можно подключить еще самомассаж головы. То есть апоневротический шлем вы можете прям хорошенько продренировать. Кончиками пальцев я захожу от зоны роста волос и такими круговыми движениями буду двигать апоневротический шлем, то есть апоневроз. Очень хорошо усиливает кровообращение, питает волосяные луковицы и способствует росту волос. Но самое главное, когда вы соединяете самомассаж лица, шеи, декольте с зоной сухожильного шлема головы, быстрее снимается отечность лица. Мне нужно было распустить, конечно, волосы, но я вам вот так вот покажу. Круговые движения, чтобы вот так вот апоневротический шлем у вас хорошо двигался. Это видно по моим бровям, по мимике. Видите, как все связано. И височную зону не забывайте. И сзади. И в конце массажа вы берете, собираете волосы на зону макушки и тянете вверх. Так вот, вверх тянете. И фиксируете где-то 2-3 секунды. Можно подольше. Это в завершении. Так как утром я делаю свой уход вот с таким вот самомассажем, дальше в конце, в завершении, я могу нанести SPF крем, если я выхожу дальше на работу и по своим делам двигаюсь. Поэтому я вам рекомендую обязательно вот такой вот массаж 2-3 раза в неделю. То есть можете ежедневно делать, а можете 2-3 раза в неделю с самомассажем вместе подключать и комбинировать. Потратив всего лишь 10 минут, девочки, это не так уж и много. Хочу дополнить, девочки, что все это работает в комплексе. Было бы здорово, если вы к самомассажу лица добавите по утрам легкую гимнастику, зарядку, либо лимфодренажные прыжки. Все-таки все работает же в комплексе на самом деле. И еще хочу добавить, по вашим просьбам, вы часто спрашиваете у меня обучиться ручным техникам массажа. У меня есть онлайн-курс, так и офлайн-курс, который назначен для новичков и для профессионалов, для косметологов, эстетов. Всю информацию вы можете получить в ссылке в описании. Оставим все контакты. С вами была я, Айгерим Жумадилова, специально для канала Probiotic.EZ. Оставляйте свои комментарии, вопросы, мы обязательно ответим. Спасибо. С вами была Айгерим. Всех приветствую, с вами я, Айгерим Жумадилова, и вы часто спрашиваете: Айгерим, покажите технику самомассажа, как убрать или уменьшить носогубную складку. Конечно, это зона маленькая, анатомическая зона, отдельные техники самомассажа есть, это и снаружи работа с мышцами, с мышечными креплениями, также изнутри, там, где мышцы легко доступны и лучше осязаемы. Мы будем комбинировать сегодня. Но хочу сказать, здесь нужно подходить целостно,
комплексно. То есть причины возникновения носогубных складок могут быть абсолютно разные. Это связано с опорно-двигательной системой, это могут быть связаны с родовыми травмами, асимметрией лица, недостаточность зубов, стоматологическая проблема. Также спазм мышц тоже может являться причиной к возникновению носогубных складок. Венозный отток, кстати, тоже является причиной. Итак, я начинаю сегодня, предварительно нанесла массажный крем. Вы можете использовать, конечно, и масло по типу кожи. Сами подбирайте, что вам лучше подходит. Буду комбинировать две техники. Работать буду на скуловой зоне, где носогубная складка появляется. Буду работать также в ротовой полости. И круговую мышцу рта тоже возьму. И скуловые мышцы. Итак, я начинаю. Дополнительно возьму чуть-чуть масла. Нет, массажный крем. Нанесу. И буду работать в зоне левой части лица. Здесь у меня мышцы, поднимающие верхнюю губу. Она крепится вот тут вот. И мышца, поднимающая уголки рта. Малая скуловая мышца вот здесь и большая скуловая мышца. Также носовая мышца крепится вот там, где у вас ноздри. Вот тут вот на крыльях носа. Что я буду делать сначала? Я хочу сделать небольшой отток жидкости, то есть дренаж хочу сделать от центра к периферии. От центра к периферии. Также с этой стороны. От центра к периферии. И начинаю с круговой мышцы рта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И синхронно буду прокатывать подушечками пальцев синхронно в сторону. Там, где начинается у меня скуловая мышца. И вверх буду подниматься, вдоль носа буду открывать вот такими движениями венозный отток. Хочу дополнить, будет в разы эффективнее, если вы откроете здесь полностью зону декольте и шеи. Но сейчас я показываю определенные техники, чтобы уменьшить носогубную складку. Подушечками пальцев я вот так вот на две стороны, как будто бы я, знаете, открываю что-то, пытаюсь открыть. Вот видите, прочесывающее движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кстати, вот это движение не только от носогубных складок, но и помогает уменьшить носослезную борозду. Суфы, малярные мешки. Если заметили, я те же движения уже повторяю по скуловой зоне. Фиксирую. Всегда фиксирую. Вот так вот прокатываю. Использую ребро указательных пальцев. Повторяю те же движения с этой стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И потихоньку перехожу на скуловую зону. Мне очень нравится это движение, оно расслабляет мышцы. Тем более я здесь не только на улучшение венозного оттока работаю, но и беру местами прохожусь там, где мышцы крепятся. Вот мышца, поднимающая верхнюю губу, носовая мышца, вот тут точка ее, мышца, поднимающая уголки рта и две скуловые мышцы. Дальше больше интереснее будет. Сейчас фиксирую. А вы заметили, что я еще не трогала жевательную мышцу? Здесь есть напрямую связь
жевательной мышцы с носогубной складкой. Почему, скажете? Когда вот эта мышца жевательная уходит в гипертонусное состояние, то есть мышца сжимается, она нам автоматически усугубляет носогубную складку. Поэтому и есть причина, почему я сейчас буду использовать букальную технику, то есть это интраральная техника, пероральная называют, все по-другому. Простыми словами, массаж ротовой полости. Для этого я одеваю виниловые перчатки. Руки должны быть чистые. Еще один лайфхак. Когда вы выбираете перчатки, возьмите, пожалуйста, на размер меньше. Если у вас размер М, S-ку выбирайте. Рядом должна быть обязательно салфетка рядом с перчаткой. Но если вы дома у себя в ванной выполняете, то, очистив руки, можно, конечно, самой себе делать и без перчатки на самом деле. Можно выполнить и без перчатки. Я начинаю с левой стороны, либо с левой стороны начну. Потихоньку, так как я знаю анатомию, каждую мышцу я буду дренировать. Как я буду дренировать? Я буду делать круговые движения. Сейчас я могу показать это на салфетке. Вот салфетка. Вот я уже положила в ротовую полость большой палец. Я как бы проминаю мышцу с двух сторон. Показываю. Большой палец положила. Начиная от зоны носовых мышц, я потихоньку двигаюсь в сторону и достаю жевательную мышцу. Вдоль жевательных мышц я делаю круговые вращения. Скуловую мышцу, носовую мышцу. Повторяю щечную мышцу. И даже спускаюсь ниже. Круговая мышца рта, там, где кисетные морщины. Да? Где-то минуты 2 поработала и потихоньку убираю. Видите, мгновенный результат. Что дает нам букальная техника массажа? Во-первых, улучшает лимфоток, во-вторых, снимает спазм с мышц. Поэтому я люблю комбинировать. Те же движения я буду повторять с правой стороны. Уже без слов буду повторять. Жевательная мышца. Не получается без слов. Итак, мы завершили букальный массаж. В конце вы можете провести руками вот такие вот дренажные, помпажные движения, чтобы слить остаток лимфы. Я очень люблю этот букальный массаж. Она позволяет мне изнутри достать мышечные крепления, снять отек с лица и поработать с зажимами.
очень хорошо уменьшает носогубную складку. Я хочу дополнить для вас, что делать самомассаж в целях профилактики это хорошо, но еще дополнительно хотя бы раз в сезон, чтобы определить первопричину, где находится в теле зажимы, да, что способствует к усугублению носогубных складок, пройти консультацию у специалиста. Дома вы работаете, самомассаж делаете, а специалист вам дает грамотную консультацию, а может и профессиональный массаж, может быть, сделает для вас. Ну, это для себя, конечно. На этом все. Этот самомассаж делайте, пожалуйста, раз в неделю, если вы с букальной техникой комбинируете, либо 2 раза в неделю. Этого вполне достаточно. И еще, кто часто спрашивает, обучаю ли я по данной методике, да, я обучаю. В ссылке в описании я оставлю контакты. Есть курс как и онлайн, так и офлайн. Вы можете обратиться по данным номерам или по ссылке. С вами была я, Айгерим Жумадилова, специально для канала про Beauty KZ. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!